Друзья, всем привет! Вчера в Алматы состоялось шоу мирового уровня «Сольный концерт» Димаша Кудайбергена. Великолепный звук, цвет, сценография, костюмы, постановка номеров заворожили зрителей с первых секунд. Множество приглашенных артистов и авторов, разные танцевальные коллективы, специально снятые видеоинсталляции обеспечили разнообразие и в то же время создали единую концепцию шоу. Алматы. Вечер. На центральном стадионе собралось более 25 тысяч зрителей. Ровно в 20:00 в тишине и темноте стадиона, освещенного только огоньками фонариков, появился Димаш. Артист начал первую песню и в образе золотого человека спустился с большой высоты. Голден приобрел другую смысловую окраску. Кадры Чарынского каньона на экранах добавили магии происходящему. В продолжении огненной темы вторая композиция «Залын» зажгла красивым танцем и динамичным ритмом. Хрупкая фигура танцовщицы в балетной постановке с национальным колоритом настроила на следующую песню. «If I Never Breathe Again» на фоне кадров лунного неба создала атмосферу неземной любви, а платок девушки, поднятый Димашем, завершил историю. Картина поменялась, буря накрыла сцену, танцоры в интересных костюмах и широкополых черных шляпах сопровождали величественное Олимпико. Зазвучали первые ноты следующей песни, и в битву воспоминаний вступили темная и светлая стороны. Димаш поочередно присоединялся к разным цветам, показывая внутреннюю борьбу между светом и тьмой. Как победитель света Димаш феерично исполнил «Аве Мария», длинной последней нотой унося зрителя в глубину вселенной. Познание мира продолжилось в композиции «Знай». Перед началом следующей песни артист попросил зал петь вместе с ним, если сегодняшний день является для зрителя незабываемым. Поклонники Димаша тут же запели хором, пробирающим до мурашек. Незабываемый день действительно не хотел заканчиваться. Зрители снова и снова пели припев любимой песни, а артист, казалось, был готов бесконечно слушать своих поклонников. Диас настолько увлеклись пением, что Димаш решил продолжить распевку и организовал весь стадион повторять за ним разные музыкальные фразы, в результате чего довольными остались обе стороны, и артист, и зрители. Вечер продолжили современные танцевальные «Give Me Your Love» и «Be With Me». Яркие танцоры в разноцветных костюмах создали атмосферу молодежной вечеринки. Димаш танцевал вместе с ними, демонстрируя легкость и непринужденность. Диас в фан-зоне танцевали и пели вместе с артистом. А дальше прозвучала первая премьера концерта. Димаш на авансцене, его младший брат Абель Мансур, автор песни «За роялем». Новая композиция была посвящена поиску своего пути в сложном лабиринте жизни. Череду драйвовых песен продолжила «Fly Away», которую Димаш исполнил под аккомпанемент автора Едельжана Габасова. В репертуаре каждого артиста есть несколько знаковых песен. «Любовь уставших лебедей» звучала по-особенному. Во время ее исполнения Димаш постарался подойти к зрителям как можно ближе с каждой стороны сцены. С самой первой ноты фанаты подпевали артисту и, конечно же, в финале акапелла исполнили фрагменты композиции Игоря Крутого. До начала следующего блока концерта Абель Мансур исполнил на гитаре композицию автора Рената Гайсина, которую красиво оформили голоса бэк-вокалистов Зарины Бажаковой, Джордан Аракелян и Расула Усманова. Дальше на сцене появилась дамбра, и Димаш вышел в костюме с национальным колоритом. Вместе с известными дамбристами исполнил Кюй Адай и сразу знаковую для себя и Диас песню «Дайдидао». Национальная тема вечера продолжилась мощной песней «Дурдарас», которую сопровождал прекрасный танец.
Когда Димаш попросил зрителей выключить фонарики на телефонах, все сразу поняли, что следующая песня «Махаббат Бермаган» – символ красоты и светлой любви. И артист, и зрители так увлеклись повторением припева песни, что не могли остановиться. Следующими гостями вечера стали Казахский государственный академический оркестр народных инструментов и государственный ансамбль танца «Салтанат». Димаш вместе с ними исполнил песню «Элим Менин». На каждом своем концерте Димаш удивляет публику игрой на музыкальных инструментах. Но на прошедшем концерте их было несколько. Артист понемногу сыграл на ударных, шейкере, бас-гитаре, электрогитаре, клавишных, ксилофоне. В промежутке между блоками зрители смогли насладиться виртуозным попурри на дамбре от Аблая Тлепбергена и Таната Саденова. Эстафету принял оркестр под управлением Абылая Тлепбергена. Мощное звучание народных инструментов накрыло весь стадион и вызвало восторг зала. Красивая легенда о Кабызе, рассказанная голосом Димаша, создала предысторию для следующей песни «Stranger». Кабыз в руках Олжаса Курманбека звучал мощно и глубоко. Финал концерта близился. Зрители с замиранием сердца ждали премьеры. «Реквием. История одного неба». Всеобъемлющее, огромное по использованным вокальным приемам и музыкальным линиям произведения. 24 сентября на фан-встрече с артистом запланирована премьера клипа на эту новую песню. Еще одна премьера – песня на испанском языке заворожила своей презентацией. 4 Димаша на сцене, 3 в виде голограммы и 1 настоящий смотрелись очень красиво, а голос Димаша в каждой ипостаси звучал по-разному и создавал интригу. Китай. Проект I'm Singer вспомнил Димаш перед следующим номером. Любимейшая песня «Диас» не только из Китая, но и со всего мира «Мелодия любви» Autumn Strong сопровождалась звучанием скрипки и признанием в любви от артиста своим поклонникам. Далее на сцене за роялем появился композитор Ренат Гайсин. Димаш присел рядом, зазвучал кабыз. И время вернулось в печальные годы пандемии, когда Димаш и маэстро вместе работали над песней «Кайран Элим». В финале концерта по традиции Димаш в одной песне «Скриминг» успел спеть, представить команду, поприветствовать поклонников своего творчества на фан-зоне, устроить баттл на ударных с Ильей Покровским. А завершающая песня сказала всем, что впереди обязательно будут еще много новых встреч и приятных воспоминаний. Друзья, это был обзор от Димаш Ньюс. Мы же напоминаем, что праздник продолжается, и 24 сентября Димаш встретится со своими фанатами в Ледовом дворце Алматы-Арена.